В конце 1941 года германский флот открыл для себя новый театр военных действий – Средиземное море. Союзный итальянский флот, несмотря на численное превосходство и выгодное расположение баз, к этому времени полностью утратил стратегическую инициативу. Линии снабжения африканского корпуса находились под постоянными ударами британских ВМС. Главной силой в планируемом контрударе должны были стать авиация и подводные лодки. Однако командование Кригсмарин сочло необходимым развернуть здесь и торпедные катера, которые было возможно перевести по французской речной системе. Их планировалось использовать для действий на приморском фланге Африканского фронта, а также для ближней блокады Мальты. Особенность переброски заключалась в том, что минимальная ширина каналов была чуть больше 5 метров, что автоматически вычеркивало из списка кандидатов для переброски стандартные катера типа С-26. Меньшими размерами обладали лишь шнельботы серии С-30, которыми была укомплектована третья флотилия. Ее первая группа в составе 5 единиц С-31, С-33, С-34, С-35 и С-54 вышла из Вильгельмсхафена 7 октября 1941 года. Маршрут включал в себя переход в Роттердам, затем по Рейну до Страсбурга, а далее по системе каналов в реке Сонна. В районе города Шалон катера пересекли демаркационную линию неоккупированной части Франции и дальше шли на юг с соблюдением строгих мер маскировки. В частности, корпуса шнельботов были окрашены в черный цвет. Кормовая орудийная платформа скрывалась за фанерными щитами, флаги снимались. Экипажи были переодеты в гражданскую одежду. Им категорически запрещалось говорить с местным населением. В таком виде катера спускались на юг по Соне и Роне и, наконец, попадали в Лигурийское море. Простая на бумаге операция требовала довольно больших затрат сил и времени. Достаточно сказать, что уровень воды в некоторых участках не превышал 3 метров, а только на отрезке Сонны де Леона катерам приходилось миновать 165 шлюзов. Переход завершился 18 ноября, когда вся пятерка без происшествий достигла Специи, главной базы итальянского флота в Лигурийском море. Из-за зимнего обмеления и замерзания рек переход второй группы С-56, С-57, С-58, С-59 и С-61 окончился лишь 14 января. Первые ночные рейды в районе Мальты оказались безрезультативными. Командиру флотилии корветом капитану Кимнаде потребовалось несколько выходов, чтобы понять, что противник не осуществляет здесь никакого ночного судоходства, а бесцельные рейды ведут лишь к выработке моторесурса. Тогда было принято решение использовать катера для минных постановок. До конца 1941 года немцы выставили у острова 73 мины, а за март, апрель и первую половину мая следующего года еще 19 заграждений из 557 мин и 416 минных защитников. На этот раз шнельботам сопутствовал успех. На банках, выставленных катерниками, подорвалось и погибло 2 эскортных миноносца – британский Саутволд и польский Куявяк. Подводная лодка Олимпус и еще 2 эсминца, транспорт, тральщик получили повреждения. 7 мая 1942 года шнельботы потопили артогнем малый охотник МЛ-130. Это первый корабль, уничтоженный ими на этом театре. Не обошлось и без потерь. Один из катеров С-31 10 мая погиб от своей же мины, а спустя неделю С-34 стал жертвой меткого огня Мальтийской береговой батареи. Отмечу, что уже в тот момент британская база имела несколько радаров обнаружения надводных целей, и действия шнельботов не были для англичан секретом. Лишь полное господство Люфтваффе в воздухе мешало осуществлять тролление и приводило ко все новым подрывам. В начале мая на театр прибыла третья и последняя группа из 4 катеров С-30, С-36, С-55 и С-60. Ввод ее в строй совпал со временем с решением провести силы флотилии в восточную часть Средиземного моря, откуда она могла бы поддержать с фланга новое наступление Роммеля в Киренаике. В качестве баз немцы планировали использовать бухту Суда на острове Крит и порт Дерна на африканском побережье. В конце месяца там базировалось уже 9 катеров. Большое оживление у катерников вызвало сообщение об обнаружении у берегов Египта 11 июня 1942 года крупного конвоя, шедшего на Мальту. 6 катеров флотилии, начиная с ночи 13 июня, выходили на поиск неприятеля, но 2 первых патрулирования не принесли удачи, так как в этот момент конвой был еще далеко. В ночь на 15 он приблизился настолько, что со шнельботов смогли заметить осветительные бомбы, которыми самолеты Люфтваффе указывали место нахождения противника. Несмотря на то, что при сближении катера сами несколько раз были освещены своей же авиацией, для англичан атака оказалась внезапной. Однако торпеды, выпущенные катерами С-59, 58 и 56, прошли мимо цели. Пока шла перезарядка торпедных аппаратов,
С катера С-56 обер-лейтенанта Вуппермана был обнаружен новый отряд кораблей, в который входили крейсера и эсминцы. Вупперману удалось незаметно проскочить через линию охранения и выпустить две последние торпеды в крейсер. Немцы наблюдали два взрыва в носовой части и в районе Миделя. На самом же деле британский крейсер «Ньюкасл» был поражен лишь единожды. Торпеда разворотила корпус в районе цепного ящика с правого борта. Несмотря на пробоину внушительных размеров, боеспособность корабля существенно не пострадала, хотя впоследствии ему пришлось ремонтироваться на американских верфях. Примерно через 1,5 часа попадание еще одного угря получил эсминец «Хейсти». Повреждения оказались настолько значительными, что англичане сошли за лучшее снять экипаж с корабля и затопить его. Данный успех принадлежал, по всей видимости, С-55, хотя сами немцы попадания не наблюдали. Ночная атака катеров укрепила британское командование в решении вернуть конвой в Александрию. Вклад 3-й флотилии в срыв операции «Вигорис» был оценен германским военно-морским командованием, наградившим Зигфрида Вуппермана дубовыми листьями к рыцарскому кресту. Начатое в конце мая 1942 года наступление Роммеля в пустыне развивалось весьма успешно. 21 июня пал Тобрук, укрепленный порт, который в прошлом году продержался в условиях германо-итальянской блокады 8 месяцев. Шнельботы нанесли удар по наспех организованным эвакуационным перевозкам. В этой операции ценой гибели командира С-58 лейтенанта Гейгера было потоплено и захвачено 3 десантных катера, траулер и буксир. Следующая крупная операция была направлена против конвоя «Пьедестал», двигавшегося на Мальту с запада, из Гибралтара. В ночь на 13 августа С-30, С-36, С-58 и С-59 совместно с 8 итальянскими торпедными катерами атаковали караван в тот момент, когда он преодолевал Сицилийский пролив. Командиры шнельботов доложили о 4 попаданиях в разные суда. Однако послевоенный анализ подтвердил лишь уничтожение парохода в Эйранге 12 436 брутторегистрационных тонн. Итальянцы же, это уникальный случай, обставили своих немецких коллег, тяжело повредив легкий крейсер «Манчестер», затопленный экипажем он был, и отправив на дно 3 транспорта общим водоизмещением 25 124 брутторегистрационные тонны. Результаты первого года действия шнельботов на Средиземном море трудно назвать впечатляющими. Небольшая флотилия, насчитывающая в лучшем случае 14 единиц, просто растворилась в просторах театра, которые ежедневно бороздили десятки крейсеров и эсминцев. Не было здесь и соответствующих географических предпосылок для ведения прибрежной войны в ее классическом виде. В результате условия для проявления несомненных талантов возникали крайне редко. И все же, худшие дни шнельботов на Средиземном море были еще впереди. В ходе недолгой кампании в Тунисе катера 3-й, а с середины января 1943 года и 7-й флотилии осуществляли частично ночные выходы для постановки мин к портам Боно и Филиппвилю. Наиболее крупным, но единичным успехом этого периода стало потопление вечером 12 марта 1943 года британского эскадренного миноносца «Лайтнинг», шедшего на перехват итальянского конвоя. Командир отличившегося С-55, 24-летний обер-лейтенант Хорст Вебер, на счету которого было уже 2 эсминца и подводная лодка, был награжден рыцарским крестом. В начале мая тунисский плацдарм был разгромлен. Катера стали базироваться в порто Эмпидокле, откуда осуществляли несколько безрезультативных походов. Действий против вражеских десантов на острова Лампедуза и Пантелерия не проводилось, поскольку известие о начале вторжения поступило к катерникам с 24-часовым опозданием. Перед новой высадкой уже на саму Сицилию союзная авиация предприняла все необходимые меры, чтобы выжечь шнельботы из пункта, который находился всего в нескольких милях от участка десантирования. Днем 6 июля британские истребители-бомбардировщики потопили С-59 и повредили еще 2 катера. 9 числа, всего за несколько часов до начала операции «Хаски», обе флотилии были вынуждены перейти в Августу. Действиям против десантных сил из этой базы помешали частичные воздушные налеты, а также хроническая нехватка топлива. К концу августа в составе 1-й дивизии оставалось лишь 5 исправных шнельботов. 8 сентября 1943 года поступило сообщение о капитуляции Италии, а на следующий день на Апеннинский полуостров вступили войска союзников. В особо сложном положении оказались экипажи С-54 и С-61, находившиеся в Таранто. Проанализировав обстановку, немецкие катерники решили идти в Венецию. Вечером того же дня оба шнельбота покинули порт, попутно выставив мины, как это обычно делается при оставлении баз. Постановка была осуществлена скрытно. И на следующий день англичане при входе в Таранто потеряли быстроходный заградитель Эбидел, а с ним и 400 десантников.
Переход через Адриатическое море оказался богатыми событиями. 11 числа катера встретили у Анконы итальянскую канонерку «Аурора», которую после непродолжительного боя потопили. Спустя несколько часов ими был перехвачен войсковой транспорт «Леопарди» 4572 брутторегистрационные тонны, перевозивший 700 бывших солдат Дуччи. Пароход сдался, и ведомый призовой командой из катеров был отправлен в Венецию. Вскоре на горизонте появился новый корабль. Опознав в нем итальянский эсминец, обер-лейтенант Шмидт повел звено в торпедную атаку. Получив несколько попаданий, старый итальянский эсминец Квинтино Селла затонул в течение минуты. Наконец, дотянув на последних литрах солярки до Венеции, оба катера приняли участие в разоружении гарнизона города и захвате оставшихся в порту итальянских кораблей. За этот поход командир звена обер-лейтенант Шмидт был награжден рыцарским крестом. Хотя эпитеты героизм и храбрость не принято употреблять по отношению к морякам гитлеровского Кригсмарин, прорыв шнельботов из Таранто в Венецию заслуживают самой высокой оценки. Катера, оставшиеся в Тиренском море, приняли участие в ночных нападениях на стоянку союзного плацдарма в Салерно. Результативным оказался лишь первый рейд в ночь на 11 сентября, когда 3 катера 7-й флотилии потопили американский эскадренный миноносец Роуэн. И снова, остальные выходы не принесли ничего, кроме многочисленных и безрезультативных столкновений с союзными эсминцами, фрегатами, тральщиками, артиллерийскими катерами и торпедными катерами. Новые пункты базирования оказалось невозможно использовать из-за постоянных бомбардировок. Перенос же базы дивизии в Специю фактически исключал обладавшие меньшим радиусом шнельботы 7-й флотилии из участия в боевых операциях. Если прибавить к этому неисчислимые трудности с ремонтом и доставкой снабжения, становится понятным причинам, побудившими штаб отдать в середине ноября 1943 года приказ о перебазировании всех уцелевших единиц в порты более спокойной Адриатики. Однако нельзя отметить, что принимая это решение, немцы окончательно теряли возможность противодействовать морским операциям врага, которые и в 1943 году, и впоследствии велись именно вдоль западного побережья Апеннинского полуострова. Из Тиренского моря катера доставлялись на транспортах в Пьянчицу, где их долго не удавалось спустить на воду из-за зимнего обмеления реки По. Фактически, переброска затянулась на 4,5 месяца и завершилась в конце марта 1944 года. Из уже находившихся на Адриатике 6 торпедных катеров 3-й флотилии в боеспособном состоянии оставалась только половина. Единственной задачей, которую можно было попытаться решить столь скромными силами, стала борьба с каботажными перевозками югославских партизан между островами Далматинского побережья. 8 марта С-36 и С-61 потопили в районе острова Млет условно-боевой корабль партизанского флота НБ-2. Впрочем, не удалось избежать и собственных потерь. 10 января 1944 года британские истребители-бомбардировщики потопили С-55. 23 апреля подорвался на мине С-54. Несмотря на 8-метровую пробоину, катер остался на плаву, но ввести его в строй уже не удалось. К концу апреля большинство уцелевших шнельботов было отремонтировано и подготовлено к ведению боевых действий. Кроме них, в составе 1-й дивизии в этот период входили и другие подразделения, в частности, 24-я флотилия капитан-лейтенанта Ганса Юргена Мейера. Она формировалась в конце 1943 года из захваченных итальянских и 4 югославских катеров. В марте 1944 года по железной дороге сюда перебросили 21-ю флотилию капитан-лейтенанта Вуппермана, вооруженную 13-тонными катерами типа ЛС. 21-я и часть 24-й флотилии базировались в портах Эгейского моря. В дальнейшем действия шнельботов были ограничены районом Адриатики, причем на особые успехи немцам рассчитывать уже не приходилось. За этот период им удалось потопить или захватить не менее дюжины мелких судов югославских партизан. От неудачных атак и действия британской авиации катеров становилось все меньше и меньше. Последняя на Средиземноморском театре военных действий победа была одержана немецкими катерниками 4 января 1945 года, когда С-33 обер-лейтенанта Марксона уничтожил британский сторожевой катер HDML 1163. Почти сразу после этого, в результате случайного стечения обстоятельств, вышли из строя большинство боеспособных москитов. 10 января С-33, С-58 и С-60 сели на камни. Снять их не удалось. И спустя 6 дней катера были уничтожены обстрелом с самолетов и судов типа МГБ. С-154 потопила союзная авиация. Наконец, 6 февраля С-36 и С-61 столкнулись друг с другом и пострадали настолько тяжело, что ввести их в строй больше не удалось. Оставшиеся шнельботы оставались до самого конца войны, поскольку любой выход мог обернуться новой трагедией, как в случае с С-157, который был потоплен у Триеста огнем партизанского миномета.
Понимая неизбежность финала и не желая попасть в руки югославов, 3 мая капитан-лейтенант Опперман приказал оставшимся катерам менять флаги со свастикой на белые и следовать в итальянский порт Анкона. Друзья, на этом 4-я часть ролика по шнельботам заканчивается. Следующая часть уже будет посвящена Восточному фронту, боям на Балтике и Черному морю. Спасибо, что досмотрели данный ролик до конца. Поставьте лайк этому видео, подпишитесь на канал, если тема торпедных катеров вам интересна. Еще услышимся, друзья. До новых встреч. Пока-пока.